Самые важные отношения из всех, самые длительные отношения, которые у меня когда-либо будут, это отношения с самой собой. Все остальные отношения приходят и уходят. Даже браки, которые длятся до самой смерти, в конце концов заканчиваются. Единственный человек, с которым я буду навсегда, это я. Мои отношения с собой вечны. Так какие же эти отношения? Просыпаюсь ли я утром, радуясь, что я здесь? Являюсь ли я человеком, с которым мне нравится быть? Нравятся ли мне мои собственные мысли? Смеюсь ли я с собой? Люблю ли я свое тело? Комфортно ли мне быть с собой? Если у меня нет хороших отношений с собой, как я могу иметь хорошие отношения с кем-то другим? Если я не люблю себя, я всегда буду искать кого-то, кто завершит меня, сделает меня счастливой, исполнит мои мечты. Быть нуждающимся – это лучший способ привлечь неудачные отношения. Как говорит доктор Уэйн Дайер, в любых отношениях, в которых два человека становятся одним, конечный результат – это две полуперсоны. Вы видите, если вы ожидаете, что другой человек исправит вашу жизнь или станет вашей второй половиной, вы готовите себя к неудаче, вы хотите действительно быть счастливыми с тем, кто вы есть, прежде чем вступить в отношения. Вы хотите быть достаточно счастливыми, чтобы вам даже не нужны были отношения для счастья. Также, если у вас есть отношения с кем-то, кто не любит себя, то невозможно действительно угодить этому человеку. Вы никогда не будете хороши для кого-то, кто не уверен в себе, завистлив, ненавидит себя или испытывает обиду. Слишком часто мы изо всех сил стараемся быть хорошими для партнеров, которые не имеют никакого представления о том, как принять нашу любовь, потому что они не любят то, кем они являются. Жизнь – это зеркало. То, что мы притягиваем, всегда отражает те качества или убеждения, которые у нас есть о себе и отношениях. То, что другие чувствуют к нам, это их собственная ограниченная перспектива жизни. Мы должны понять, что жизнь всегда любила нас безусловно. Завистливые люди очень неуверенны, они не ценят себя, у них нет веры в свою ценность. Зависть на самом деле говорит: «Я недостаточно хорош, я не стою любви, поэтому я знаю, что мой партнер собирается изменить мне или уйти к кому-то другому». Это создает гнев и обвинения. Если вы остаетесь с завистливым человеком, то вы говорите, что не заслуживаете любящих отношений. То же самое часто происходит с супругами-абьюзерами. Они либо выросли в семье, где насилие было нормой, и просто продолжают семейный шаблон, либо обвиняют мир и своих партнеров в своей собственной низкой самооценке. Абьюзеры никогда не прекратят этот шаблон насилия, если не пройдут терапию. У абьюзеров почти всегда есть родитель, к которому они испытывают глубокую обиду. Прощение – это жизненно важный вопрос для них. Они должны понять свои шаблоны и быть готовыми к изменениям. Все мои отношения основаны на тех отношениях, которые я имела с родителями. Я была так шокирована, когда впервые это обнаружила много лет назад. Я пришла на семинар о любящих отношениях, проводимый Сандрой Рэй, ожидая узнать, как привлечь любящие отношения, и была так расстроена, когда узнала, что мы будем работать над нашими отношениями с родителями. Однако к концу семинара я поняла, что причина моих проблем в личных отношениях заключалась в очень сложном детстве, которое я пережила, в насилии, которое мы с матерью испытали, в оставлении и отсутствии любви в моем детстве. Все это перенеслось в мои текущие отношения. Неудивительно, что я привлекала насилие со стороны мужчин. Неудивительно, что они всегда меня оставляли. Неудивительно, что я всегда чувствовала себя нелюбимой и нежеланной. Неудивительно, что у меня всегда были начальники, которые меня пугали. Я просто воспроизводила то, что научилась в детстве. Это был очень важный семинар для меня. Я освободилась от огромного количества обиды и научилась работать над прощением. Отношения с собой значительно улучшились, и я больше никогда не привлекала абьюзера.
Так что вместо того, чтобы тратить время на разговоры о том, что мужчины или женщины плохи, давайте посмотрим на отношения, которые у нас были с родителями, или на отношения, которые имели наши родители друг с другом. Например, какие у вас текущие жалобы на мужчин или женщин в вашей жизни? Подумайте, как вы бы заполнили эти пропуски «он никогда», «он всегда», «она никогда», «она всегда». Мужчины не будут, женщины не будут. Так ли себя вели ваша мать или отец по отношению к вам? Вела ли ваша мать себя так по отношению к вашему отцу? Или это описывает, как ваш отец обращался с вашей матерью? Как выражалась любовь в вашем доме, когда вы были ребенком? Вам, возможно, придется обратиться к вашим детским отношениям с отцом или матерью, чтобы разрешить глубоко сидящие страхи, связанные с отношениями. Спросите себя, что мне нужно отпустить, чтобы быть в отношениях? Каким образом я теряю себя, когда я нахожусь в отношениях? Какие сообщения я получила в детстве, которые создали во мне убеждение, что отношения болезненны? Возможно, вам очень трудно устанавливать границы, и люди склонны пользоваться вами. Вы можете посылать сообщение, которое говорит «Я не ценю и не уважаю себя, можно злоупотреблять и пользоваться мной». Но больше это не должно быть правдой для вас. Начните сегодня утверждать вашу любовь и ваше уважение к себе. Почаще смотрите в зеркало и говорите себе «Я тебя люблю». Насколько бы просто это ни звучало, это очень мощное исцеляющее утверждение. По мере того, как вы растете в любви к себе, ваши отношения тоже начнут отражать эту любовь и уважение. Я верю, что у нас есть зоны комфорта в наших отношениях с другими. Эти зоны комфорта формируются, когда мы очень малы. Если наши родители относились к нам с любовью и уважением, то мы связываем такое обращение с тем, что нас любят. Если, как это бывает у многих из нас, наши родители не могли относиться к нам с любовью и уважением, то мы научились чувствовать себя комфортно с этой нехваткой, чтобы удовлетворить наши нужды, чувствовать себя любимыми. И уже во взрослой жизни мы связываем плохое обращение с тем, что нас любят. Это становится нашим шаблоном, и поскольку шаблон формируется в детстве, он становится шаблоном, который мы неосознанно используем во всех наших отношениях. Этот шаблон веры, что плохое обращение равно любви, не знает гендерной предвзятости. Я верю, что этот тип дисфункционального шаблона более широко признан у женщин, потому что культурно женщинам поощряется выражать уязвимость, и, следовательно, они более готовы признать, когда их жизнь идет не так, как надо. Однако это меняется, поскольку все большее количество мужчин становятся готовыми восстановить свою уязвимость. Вся важная работа, которую мы делаем, это работа над собой. И вот утверждение для всех нас. Я открываю свое сердце для любви, и я в безопасности. Желание, чтобы ваш партнер изменился, это тонкая форма манипуляции, желание иметь власть над ним или над ней. Это может быть даже самодовольство, потому что это говорит, что вы лучше, чем он или она. Позвольте вашим партнерам в жизни быть такими, какими они хотят быть. Поощряйте их самопознание, самооткрытие, любовь к себе, принятие себя и ценность себя. Если вы ищете партнера, я предлагаю составить список всех качеств, которые вы хотели бы, чтобы этот человек имел. И не ограничивайтесь шаблонами, например, только высоким, темноволосым и привлекательным или симпатичной, красивой блондинкой. Составьте список всех качеств, которые вы хотите видеть в них. Затем просмотрите этот список и определите, сколько из этих качеств есть у вас. Готовы ли вы развивать те качества, которых у вас нет? Затем также спросите себя, что внутри вас может отрицать или задерживать притяжение этого человека к вам. Готовы ли вы изменить эти убеждения? Есть ли еще часть вас, которая верит, что вы недостойны любви или не заслуживаете ее? Есть ли у вас привычка или убеждения, которые отталкивают любовь?
Есть ли часть вас, которая говорит: «Я никогда не хочу иметь брак, как у моих родителей, поэтому я не влюблюсь»? Возможно, у вас есть чувство изоляции. Очень трудно чувствовать связь с другими, когда в большинстве случаев мы отключены от самих себя. В этом случае вам нужно действительно сосредоточиться на себе прямо сейчас. Переоткройте в себе то, что делает вас счастливым, то, что вы любите делать. Балуйте и потакайте себе. Так часто мы смотрим на других, чтобы почувствовать себя любимыми и связанными, когда все, что они могут сделать, это отразить наши собственные отношения с собой. Подумайте, что заслуживаете в интимных отношениях. Когда мы исходим из чувства, что никогда не сможем получить то, что действительно хотим, это обычно означает, что наша система убеждений поддерживает недостойность. Это то, во что вы действительно верите о себе, что вы не можете иметь то, что действительно хотите. Этот конкретный умственный шаблон больше не должен быть правдой для вас. Вы можете начать вносить изменения уже сегодня. Составьте несколько списков, таких как «Во что я верю о мужчинах, женщинах, любви, браке, обязательствах, верности, доверии и детях». Эти списки покажут вам любые негативные убеждения, которые вам нужно изменить. Вы можете быть удивлены некоторыми сообщениями, которые скрыты в вашем сознании. Очистите их, и вам может быть приятно увидеть, как по-другому будут выглядеть ваши следующие отношения. Интересно отметить, что многие экстрасенсы сообщают, что большинство людей, которые приходят к ним, задают как минимум один из 3 вопросов. Экстрасенсы слышат эти же вопросы снова и снова. Как мне завести отношения? Как мне избавиться от отношений? Как мне увеличить свои финансы? Если вы находитесь в отношениях, из которых действительно хотите выйти, используйте этот всемогущий инструмент – благословение с любовью. Утверждайте: «Я благословляю тебя с любовью и отпускаю тебя. Ты свободен, и я свободна». Повторяйте это часто, затем четко определите, что вы действительно хотите в отношениях. Составьте список, если это необходимо. Тем временем работайте над тем, чтобы любить себя. Любите и принимайте другого человека полностью таким, какой он есть. По мере того, как вы меняетесь и растете внутри, вы обнаружите, что происходит одно из двух. Другой человек либо согласуется с вашими желаниями, либо полностью исчезает. Если они покинут вашу жизнь, этот переход будет плавным. Всегда начинайте с любви и признательности к себе. Все остальное изменится. Используйте утверждение: «Я теперь открываю, как я замечательна. Я выбираю любить и наслаждаться собой». Очень важно очистить и разрешить старые отношения, чтобы иметь возможность посвятить себя новым. Если вы всегда говорите о своей последней любви или думаете о ней, вы еще не свободны и не готовы войти в новые отношения. Иногда мы обожествляем свою предыдущую любовь, чтобы защитить себя от уязвимости в настоящем моменте. В своей книге «Возвращение к любви» Марианна Уильямсон делится замечательным барометром для наших выборов. Она утверждает, что во всех наших взаимодействиях мы либо движемся к любви, либо удаляемся от нее. Идеально, чтобы быть полностью счастливыми и живыми, когда мы хотим делать выборы в нашей жизни, которые ведут нас к любви. Работая над разрешением блоков, которые стоят между вами и вашими отношениями, практикуйте быть своим собственным любовником, устраивайте себе романтику и любовь. Покажите себе, какие вы особенные. Устраивайте себе маленькие акты доброты и признательности. Купите себе цветы, окружите себя цветами, текстурами и ароматами, которые вам нравятся. Жизнь всегда отражает нам те чувства, которые мы имеем внутри себя. По мере роста вашего внутреннего чувства любви и романтики, правильный человек для разделения вашей возрастающей близости будет притягиваться к вам, как магнит. Что самое важное, вам не придется отказываться от какой-либо части своей собственной интимности, чтобы быть с этим человеком.
Конец отношений, конец романа — это часто очень болезненное время. Мы погружаемся в рутину «я недостаточно хорош» и наказываем себя. Мы думаем, что поскольку другой человек больше не хочет быть с нами должно быть что-то не так, и мы часто впадаем в глубокую безысходность. Однако это неправда, что с нами что-то не так. Все отношения — это учебные опыты. Мы собираемся вместе на определенный период времени, делимся энергией и переживаниями, насколько это возможно, учимся тому, что можем вместе. Затем приходит время расстаться. Это нормально и естественно. Не цепляйтесь за устаревшие романтические отношения только чтобы избежать боли расставания. Не терпите физическое или эмоциональное насилие только чтобы быть с кем-то. Вы никогда не будете иметь полноценную жизнь, если будете цепляться за старые опыты. Когда мы позволяем относиться к себе с неуважением, мы говорим: «Я не стою любви, поэтому я должна остаться здесь и принять это поведение. Я не могу вынести одиночество и знаю, что никогда не найду другие отношения». Эти негативные утверждения тянут вас вниз. Вместо этого слушайте сигналы. Когда отношения заканчиваются, жизнь дает вам шанс на новый опыт. Это может быть время глубокой благодарности, признания хороших моментов, которые вы провели вместе, и оценки всех учебных опытов. Затем вы можете отпустить эти отношения с любовью и двигаться дальше в следующем этапе вашей жизни. Это время для того, чтобы любить себя с нежностью и пониманием. Это не конец вашего мира, это начало новой фазы, с любовью к себе. Это новое время в вашей жизни может быть гораздо более замечательным, чем то, что вы только что закончили. Вот утверждения для отношений в вашей жизни. Слушайте их почаще. Постепенно вы увидите, какие замечательные перемены придут в вашу жизнь. Я пришла сюда, чтобы узнать, что существует только любовь. Я открываю, насколько я замечательна. Я выбираю любить и наслаждаться собой как великолепным творением любящего Бога. Я бесконечно любимая, и я принимаю эту любовь сейчас. Я открыта и восприимчива к замечательным любящим отношениям. Думая о любящих и поддерживающих мыслях, я создаю любящие и поддерживающие отношения. Я открываю свое сердце для любви. Мне безопасно выражать любовь. Я в ладу со всеми. Где бы я ни была, там радость и смех. Я общаюсь от сердца. Люди любят меня, и я люблю людей. Я в гармонии с жизнью. У меня всегда есть идеальный партнер в жизни. Я в безопасности и уверенности в своей любви к себе. Я в гармоничных отношениях с жизнью. Жизнь любит меня, и я в безопасности. Я окружила всех в своей жизни кругом любви, независимо от того, мужчины это или женщины. Я утверждаю, что у меня замечательные гармоничные отношения со всеми, где есть взаимное уважение и забота с обеих сторон. Я живу с достоинством, миром и радостью. Я расширяю свой круг любви, чтобы охватить всю планету, и эта любовь возвращается ко мне умноженной. Внутри меня есть безусловная любовь, и я выражаю ее всем моим существом. Моя безусловная любовь включает и меня, потому что я знаю, что я заслуживаю любви. Я люблю и ценю себя, и так оно и есть.